Всем привет, с вами Гидар, и наконец-то я снова снимаю видос. Все экзамены закончились, и я могу отдыхать и снимать для вас видосы. Так, сегодня я расскажу, как у меня проходили экзамены, что там было, вообще все, что я делал даже перед экзаменом, какие мои мысли были, и эмоции, и тому подобное. Так, начнем с русского. Перед русским я на самом деле не очень много занимался, час и 50 минут. Вот, отдыхал, вообще день очень хорошо прошел, потому что я с утра встал в 11 вроде, потом покушал, вышел, сестренка пришла с магазина, она купила воздушный змей, мы его запускаем, ну сейчас увидите сами. Вот, веселились, короче, отдыхали. Потом чутка снова позанимался, там смотрел видосы разные. Ну, свой мозг особо не нагружал. Под вечер в 8 я вышел с великом погулять, ну, проехаться правильно. Вот там по горам проехался, фотки некоторые сделал, тоже покажу. Потом с друзьями поговорил. Но многие из них не вышли, потому что они готовились к ЕГЭ, там, делая шпоры и тому подобное. Вот. Ну, я думаю, перед экзаменом, последний день, особо не подготовишься, лучше отдохнуть. Но если ты целый год готовился до этого, вот так у меня перед ЕГЭ экзамен закончился. И настал новый день. Это 30 мая. В эту дату я сдавал ЕГЭ по русскому языку, и мы с классом отправились. Встал я с утра, в 7, покушал, поел, как всегда. Но особо не хотелось, потому что я с утра обычно не кушаю. Еще я поздно встал, можно сказать, 7 только. С великом поехал в школу, там из школы мы отвозили в Баймак, и в Баймаке мы уже сдавали экзамены. Баймак, это город, который находится из Тимяцева на расстоянии около 50 километров. Вот. Мы с одноклассниками вот, собрались в школе, там поговорили, некоторые волнуемся, вот в автобусе уже готовятся, некоторые уже вооружились спорами, они уже готовы, везде спрятали, где можно. Обычно, в основном они прятали шпоры под кроссовки, ну и некоторые в пиджаке в кармане прятали, ну, особо не засекли, там металлоискатель был, вот так проводили, шоколадку посмотрели, и все. Ручку, паспорт, все это мы взяли и пошли в аудиторию. Нас разобросали по разным аудиториям. Я шпарку не брал, потому что, это для меня бесполезно. Вот, особо все равно бы не помогли. Делал экзамены. Вообще мы рано пришли, из-за этого пришлось час ждать экзамена, там пока все придут, в 10 только начал все это, первый инструктаж прочитала, до 10, когда в 9:50 она уже первый инструктаж прочитала, потом в 10 она второй инструктаж начала читать, там говорить, потом вот этот ЕГЭ диском показали, и печатание листов, бланков, ким и тому подобное. Мы долго ждали, там в 10:30 только мы начали экзамен. До этого заполняли и тому подобное. Первый час быстро сделал. Это моя первая ошибка, потому что какие-то задачи вообще не понравилось. Ни один из них не похож был до этого. Многие из них легкие были, но нет. Некоторые легкие были, некоторые трудные. Вот, там исключения и тому подобное, мне это не понравилось. Мне кажется, результат не очень хороший будет, несмотря на то, что я готовился. Я вот первый час сделал за час примерно, потом еще начал после этого писать сочинение, пол листа, чуть-чуть. Написал в черновик и сразу в чистовик начал писать. Вот моя, в каком-то смысле, вторая ошибка из-за того, что я начал сразу в чистовик писать.
ну, первый лист нормально все получилось. Второй лист там мне что-то переволновался, что ли. Там вот так размазал. Ну вот и будем ждать, поймут ли они. Вот, что там? После того, как сочинение написал, тестовую часть проверю еще раз. И сочинение 4 раза проверял. Но это вряд ли поможет, несмотря на то, что я готовился. Вот, по русскому всего я готовился 300 часов. Если не считать консультации и тому подобные мелкие вещи, вот, которым концентрированно, где я учился, я их не считал. Потому что, ну, они в расчет не сходят. Обычно я в консультации хожу, чтобы отдыхать. Так, дальше математика. Вот я. Всем привет, с вами Кидар. И сейчас у меня матан. Через несколько часов будет. Я поеду в Баймак сдавать его. Только что не сдал. Встал, покушал, поел. Одно и то же, да. Ну, все, что надо, сделал. Вот такой. Перед ЕГЭ. Веселый, готовый размочить всех в математике, но есть этот союз «но», который мне помешал. Я облажался, просто по полной облажался. Мы в Владивосток посмотрели, там какие задачи были перед тем, как поехать в сдачу ЕГЭ. Там у нас сколько? 4 человека сдавали профильную математику из всего школы. А в школе вообще 564 ученика учатся, а в 11 классе около 30. Вот. 4 человека, только 4 человека сдавали профильную. И 2 человека делали вторую часть. И все. Это я и еще один друг. И все. Первая, вот математика вообще легкая была. Первая часть easy, просто easy. Когда она уже план гроза и структура там говорили, когда мы уже заполняли, я за 5 минут сделал 5 заданий. Дальше еще прошло около 5-7 минут, я еще 5 заданий сделал, и уже первую часть закончил. Потом начал 12 делать, 14 и 15. Вот, и 12 быстро сделал, но я одну ошибку сделал в 12. Есть же косинус 2 альфа. Оно равняется 2 косинусам в квадрате альфа минус единичка. Вот. И там я, короче, квадрат забыл. Из-за этого потерял коня и все. А я до этого брал листочек. Я знал, что я могу это забыть. Выписал это в листочек под вечер. Потом с утра повторил. Потом перед ЕГЭ повторял. Но я забыл про это. Даже у нас точно такое же решение было, как в Владивостоке. У меня даже решение было. Но почему мой мозг забыл это? Что-то пошло не так, у меня кликнул. Механизм какой-то. Я столько 12-х задач делал. Просто не пересчитать по пальцам. Но я такую глупую ошибку делал. Вот косяк мой. Там 14 тоже легкая была. 15 там надо было подумать. Ну, я быстренько сделал, потом пересчитал, понял, ошибку сделал, потом обратно переделал, сходил в туалет, и вот после этого я уже понял, как именно точно делать, и закончил 15. После этого я начал первую часть делать. Опять около 10 минут мне хватило, чтобы проверить первую часть, и я не нашел ошибок. К счастью или к сожалению, потому что, возможно, где-то я опять косякнул. Но на самом деле первая часть очень легкая была. Просто зачем я готовился первую часть так сильно? Вот. Потом начал делать 18. 18 заданий мне вообще не понравилось. Там, короче, энное количество число, не превышающих 305. Вот. И там пункты были. Вот, наверное, у вас тоже были такие. 4 числа делятся на 4, а 3 числа не делятся на 3. Вот. Я его, короче, тоже не смог сделать. Потом после этого сделал 13 пункт А. Оно вообще легкое было. Там полез и все. Пункт Б там вообще хардкор. Я столько времени потратил, и я жалею, что
на 13 задачу столько времени. Блин, для меня это хардкор был. 16. После этого 16 сделал. Опять же, пункт А легкое было. Пункт Б тоже нормально, но опять же я косякнул. Я подумал, что ортоцентр это радиус вписанный окружности радиус. Это был косяк. Я после того, как вышел из аудитории, я понял все, что я 2 ошибки сделал. Почему так работает наш мозг, я не понимаю. Потом 17. Как я не ломал голову, я не смог упростить выражение, из-за этого не смог сделать. Ну, короче, результат ожидаю от 76. Это максимум, который вообще может быть, если до этого все, что я говорил, правильно было. И все. То есть это первая часть, это от 1 до 11 задач. Потом 14-15. Ну, 15 у меня тоже косяк есть. Я забыл написать, что такое К. В данном случае у меня К это был увеличение платежа на какой-то либо процент. Вот это я забыл. Написал, что такое R, но К вот забыл. Ну ладно, опустим этот момент. Потом, короче, самые главные ошибки у меня были то, что я первую часть проверил, но вторую часть не проверил. Если вы сдаете профильную математику, то обязательно проверяйте, во-первых, первую часть, конечно, 2 раза, а лучше 3. Ну, в данном случае мне 2 хватило. Потом 12, 14 и 15. Вот их тоже обязательно проверяйте, потому что там глупые ошибки бывают. Не знаю, это не просто невнимательность, это глупость. Вот. Дальше. Потом, по мере возможности, проверяйте 18, 13, 16, 17, ну это по вашему усмотрению. Вот. Вот так мне, математика мне не понравилась. Столько сил потратил, сколько там было? 400? Да. Или 397, что ли, 400. Вот, я вывожу вам часы, покажу все. Но я облажался. Вот так. Я думал, я сейчас пойду, матан сейчас, убью, короче. 100 получу. Ну, не 100, но точно 85. Мои знания были на 85 плюс. Но я, скажем, обосрался. По полной. Просто по полной программе. Еще 17 параметры не разбирайте, если у вас остался месяц там. 16 и то можно разбирать на самом деле, потому что я разбирал и у меня получилось пункт А. Пункт Б получился бы, если вот эту ошибку не сделал бы. Почему так голова работает? И еще одна косяк. Я неосознанно старался все сделать быстро. Из-за этого торопился и нервничал. Я не осознавал, что я нервничал. Я только во время 3-го экзамена по физике понял это. Пипец. Просто пипец. Так, что там? Вот так у меня математика прошла. Потом физика. Про физику я начало и конец ничего такого не делал. Я уже уставший, можно сказать. Разочаровавший, потому что русский, скажем, плохо написал. Ну, я не уверен, что русский хорошо было. Получилось. Матан тоже просрал. Остается физика. Конечно, я старался, делал. Физика тоже легкие задания были. Первая часть. У меня только проблема была. Вторая часть, во-первых, одна из проблем была в том, что у меня калькулятор. Если вы берете... Нет. Когда вы берете калькулятор, проверяйте. Например, пишите синус 30, и у вас 0,5 должен быть. А не там минус 9 и сколько-то целых. Вот такого числа никогда не должно быть. Это бывает тогда, когда калькулятор читает в радиантах. Вот у меня, короче, косяк был. Я когда делал вторую часть, 13, у меня в радиантах все читал, я все правильно сделал, проверил 3, но у меня ускорение было отрицательное, но там в данной задаче должно было положительное. Я то вообще вот так голову держу, вообще не понимаю, что происходит, потом пишу синус
30, чтобы проверить, может что-то не так с калькулятором. И вот, я нашел ошибку. Пришлось сразу поставлять цифры и после этого только делать. Потом еще около 10-15 минут я потратил на калькулятор, чтобы разобраться, ну, чтобы поставить нормальные в градусах. Всегда радианты переводите в градусы. Всегда в градусах пусть будет. А то у вас ответ неправильный будет. Вот. С 30-м разобрался, там обоснование написал, все нормально. Вот здесь у меня вот много времени потерял из-за калькулятора. Потом первой частью задачи были легкие, интересные. Сделал, потом сперва первую часть сделал, потом 14, 24, 25, 26 сделал, 30. И после этого я первую часть еще раз сделал. За 45 минут вроде. Ну, когда я повторно делал, или за 30. Ну, самую первую, когда я сделал его за 75 минут. С проверкой, без проверки. Или за час, около того. Ну, и быстро старался делать. Потом 24, 25, 26 тоже легкие были. Просто поставляешь форму, объясняешь и ответ получаешь. Изи. У меня проблемы с 27, 28 и 29. Так, 27 это там связано с МКТ. Там человек дышит сколько-то литров, выдыхает и сколько воды он вообще израсходует. Вот такое за час. Вот, короче, у меня ответ получился, там 32 грамма, но из-за того, что я грубо округлял, я там грубо округлил, из-за этого у меня вместо 28 грамм получился 32. То есть, куда пропали 6 грамм? В данном случае не 6, а 4 грамм. Вот. Погрешность очень большая, из-за этого, я думаю, мне за это снимут балл. Потом, еще один косяк. То, что мне кажется, что я забыл, когда я вычисление делал, написать размер. Да, размерность забыл написать. Из-за этого тоже, наверное, снимут. В одном задаче я точно забыл это написать. Вот как раз в 27-м там плотности. Потом 28-м там для меня я такие задачи решал. Там конденсатор, и там электрон вылетает в трубу, которую изогнута с радиусом каким-то. И вот, но я его уже забыл, и из-за этого я там что-то написал, по формуле сделал, и у меня ответ там 4 раза уменьшить. Но суть не в этом. Я думаю, его тоже плохо сделал. И 29. Это у нас оптика. Прикол вообще прикольно было. Там, короче, зеркало уклоняется на какой-то угол. Вот его. Я его разбирал до ЕГЭ, получается, 2 дня назад. Посмотрел. Там такие же цифры, такие же угол. Но я забыл, как его решать. Я там косвенно понимаю, как там его решать. Но косяк в том, что я только в конце понял, что надо решать через косинус, а не через синус. И все, опять же, 29 не смог сделать, 28 тоже какая не очень, и 27 там погрешность моя сильная. Может, из-за вычисления просто балл вычислить и все, а так само решение может зачислить, но не факт. Вот так у меня 3 ЕГЭ прошли, 3 экзамена. Сейчас я отдыхаю, ура, наконец-то, свобода. И то мне везет, мне 6-го все закончилось. Я ждал эти экзамены просто не с терпением. Мужчине было последней неделе. Уже вот так я разговаривал. Все. Когда это все закончится и сидишь. Еще перед математикой я готовился 345 минут, то есть 5 часов и 45 минут. На самом деле это слишком много было. Я там, конечно, в первый час все переделывал, повторял, но все равно. А по физике 4 часа перед ЕГЭ готовился. Тоже перед экзаменами, когда оставался один день, я выходил с великом кататься, отдыхать, на природу смотрел под вечер всегда. Ложился в 11,
Ну, на русском я 12 лег, встал 7. Ну, более-менее все прошло. Вот такие основные у меня ошибки были. Сами экзамены проходили нормально, там особо не смотрели на самом деле. Так, что стерепы там. Да, чутка этот, можно сказать, там накручивали, наверное. Там окна без занавесок. Здесь парты и все там этот буквы пишутся же. А3, А2, Б, там парты. Вот их не надо закрывать, там после экзаменов, когда этот пишешь, не после экзамена, когда уже все заканчивается, когда ручку берешь, уже все, запрет. На меня накричали за этого. Так, еще. Шпоры, так, шпорами. Вообще, у нас так-то с шпорами легко можно было списать. Несмотря на то, что в туалете там кабинок не было, но это было возможно. Я, короче, в туалет захожу в кабинку, и там, короче, на стене написано формула, пожалуйста, реши. И там уже решение написано было. И так везде просто, везде валялись шпоры. Ну, я круглыми глазами вышел побыстрее, чтобы не подумали, что это я. Ну, шпора. Особо вряд ли кому-нибудь поможет. Некоторым помогает. Ну, в данном случае я уверен, что даже если я взял шпору, хоть по русскому, хоть по математике и тому подобное, ни один из шпор мне не помогла, потому что задачи вообще другие были, и знания, которые я знаю, их было, как сказать, достаточно, нет, недостаточно. Они удовлетворяли шпорам, скажем. Все формулы я знал, что там повторил, особо, которые не знал перед поездкой, во время поездки в Баймак я повторял. Вот так у меня прошло. Сейчас остается ждать результата, и все. И будем поступать. Я тоже расскажу, как я буду поступать, куда поступать. Ну, наверное, уже слышали. Я постараюсь поступить в МИИ, Московский энергетический институт. Если вы тоже идете туда, или вы уже поступили, напишите свои комментарии. Вот так у меня прошли мои ЕГЭ. Всего я готовился сейчас 280 дней, из них 43 дня я отдыхал, то есть полностью пропускал, вообще не готовился. Были дни, когда я готовился по 20, по 10 минут, ну, по 20, по 30 минут, конкретнее, правильнее даже. Вот. И после этого у меня... из-за этого у меня средний вообще... Сколько там? 2, сколько-то или 3 часа в среднем я уделял, получается, в день. Если не считать отдых, то я готовился 237 дней. И каждый день по 5 часов. Короче, мое заключение такое. Надо готовиться заранее. Летом или даже в 10 классе, вот лучше в 10 классе начинать готовиться хотя бы не по 5 часов, но по 3 часа, по 2 часа в день. И тогда у вас будет лучше результаты, чем у меня, намного лучше. Ну, посмотрим, как у меня будет. Я ожидаю русский там 50, 60, математика 70 и физика 80. Вот так у меня примерно такие результаты я жду. Посмотрим. А так хотелось бы, я уже говорил много раз, по русскому 70, потому что у меня много проблем с русским, как я не старался, несмотря на то, что я каждый день читаю, но есть проблемы. Потом математика и физика по 85, и у меня бы в сумме было 240. А сейчас ожидаю 200 баллов. Ну, посмотрим, будут ли мои 200 баллов моими или нет. Так, что там? Экзамены. Ой, осталось чуть-чуть. Возможно, завтра я уже узнаю результаты по русскому и сниму на это реакцию. Так, еще хотел сказать то, что покупайте тетради 96-листовные в клетку или 48. Лучше так, потому что вот у меня сейчас вот столько тетрадей лежат здесь. Это здесь
все вот это я за год все исписал, даже упали. Вот такие тетради лучше не берите. Они быстро заканчивают, их просто вот столько, понимаете? Там не знаю сколько тетрадей всего, но вот все вот это я полностью исписал. Здесь, вот здесь, например, физика, здесь я задание решал. Вот столько просто следовательно, и стопка ручек тоже. Вот просто вот такое количество ручек. У меня больше 100 ручек у меня закончилось. Что, готовьтесь, купите заранее много ручек, много тетрадек. Вот такие не покупайте 12-листовые. Купите 48-листовые, 96. А лучше вот такой большой, огромный, сейчас я вам покажу, тетрадь. Еще, после этого я еще сниму видео про таблицу, как я вот этот графики делал, вот это. Все вам в удобном виде будет. Вам остается только сколько минут в день тратили, вот это написать, и у вас уже в графиках, в часах все будет читаться. А я это сам своим трудом все делал, короче, с душой, чтобы вам понравилось. Про это таблицу я обзор сниму скоро. У меня сейчас много планов для видео. Пишите в комментариях, понравился видео или нет, что вы хотели еще узнать, или как мне еще снимать, ну и тому подобное. Вот, с вами был Гейдар, всем пока!